Здравствуйте еще раз. Сегодня тема семинара – это внедрение и распространение моего учения о спасении гравитическом развитии, метод построения реальности с физическим телом единого Бога. В данном случае речь идет о том, что действия по построению реальности осуществляются так же, как делает физическое тело единого Бога, но в том числе рассматривается вопрос о том, что физическое тело единого Бога также определенным образом построено. Следовательно, необходимо в данном семинаре рассмотреть именно вопрос, как строится физическое тело единого Бога, по каким принципам в первую очередь, и как данное построение распространяется фактически на всю реальность, где для единого Бога есть фактор неразделимости, например, его тела, да, и элемент внешней реальности. По данному подходу физическое тело единого Бога строится, естественно, многорезервным уровнем. То есть, если рассмотреть явление гравитации и посмотреть, что какие-то предметы находятся в мире как предметы, находящиеся в взвешенном состоянии, по каким-то определенным законам, то вот этот уровень многорезервности, это уровень внутреннего происхождения. Например, чтобы уменьшить гравитацию, часто необходимо в общем-то изнутри, то есть из сердца послать импульс в область в сознании, которая бесконечно удалена от гравитации. Тогда получается, что внутренний импульс уменьшает гравитационный параметр просто при работе сознания. Вот по такому аналогичному принципу исследования сознания можно увидеть, что первый уровень резервности – это уровень фактически параллельности физических систем. То есть, например, если сердце находится с левой стороны, то первый уровень организации – это сердце души находится с правой стороны. И при этом идет ритм сердца, который находится справа. И этот ритм сердца, который находится справа, он двигает альвеолы, и их одновременно создает. То есть движение, ближе к воздушной, информационной массе, информация внутри человека может создавать воздух, то есть элемент питания человека. То есть внешняя информация, если она переводится внутрь физического тела, создает воздух в альвеолах. Поэтому с точки зрения устройства физического тела Бога, для которого что вакуум, что какая-то например, среда насыщенная, этот подход именно показывает, что он создает для чего-то воздух внутри физического тела. А он создает для того, что все явления, они многопроявлены, то есть они имеют фактически внешнее проявление. И внутренний воздух всегда должен иметь внешний воздух. Так создается воздух. Если мы хотим увеличить количество воздуха, например, в помещении или количество кислорода в каких-то условиях, или в горах, например, то нужно всего лишь навсего сконцентрировать внимание как на именно воздухе в альвеоле, в легком, также и на воздухе возле тела. Тогда идет очень сильное увеличение воздуха от тела. Тело дает воздух. Также и физический уровень единого Бога дает реальность. То есть мы сейчас рассмотрели первый принцип организации реальности, где само тело по определенным законам связи дает реальность. Если мы рассматриваем, как связана, например, внешняя среда с сознанием Бога как просто единого именно физического тела Бога, как в том числе человека, то есть он и также является человеком, то уровень перехода на человека, как на человека, который существует и живет везде, в мире, обычный человек, то есть коллективный уровень и образ человека, то получается, что формально это и фактически, кстати, выглядит так, что чем больше человек дышит, тем больше во внешней среде возникает воздуха, который необходим для дыхания вообще-то. Единственный вариант, если коллективное сознание оно не направлено на понимание этих законов, то может масса воздуха быть конвертирована, не попасть именно в воздушную среду. Вот система искажения, то есть изначально дается счастливая жизнь каждому человеку, и начинаются какие-то моменты, связанные с с воздействием внешних или внутренних ситуаций. Здесь то же самое, достаточно много конвертируемой системы, которая выдыхается, переходит, вообще говоря, в воду. Именно по формуле это H2O выглядит. И когда мы рассматриваем именно водяную массу, то известно, что, вообще говоря, водяная масса увеличивается сейчас.
И, ну, как бы, если она испаряется, там, растительность, ну, как бы создает, да, по фотосинтезу воздух, то, получается, воздух приходит третьим уровнем, что сначала идет, ну, орошение, потом растительность, солнце, то есть внешний объект притягивается. И получается, что следующий уровень, он также, на самом деле, задуман именно Создателем и единым Богом, Создателем, таким, что следующее действие, которое не направлено точно, то есть можно было дышать сюда всегда, элемент и питания, и жизни, оно все равно приводит в следующем к тому, что человек познал и использовал эту реальность для развития. То есть получается, любой элемент движения, это простой пример сейчас я привел, от единого Бога всегда более высокий и более, ну, лучший на самом деле уровень развития, если человек, например, ну, будет его вообще понимать и преодолевать, да, и в свою сторону направлять. Поэтому следующий уровень и принцип развития реальности от физического тела единого Бога, это каждый следующий элемент, это всегда следующее развитие. То есть нет понятия, что там, ну, некое там, например, замедление, да. Если есть некий план деструкции, ну, там, некие разрушения, то это уже, ну, как бы больше как аномалия, которая выглядит как элемент соразвития, как бы неразвитой реальности. То есть Бог дал всем равные права и шансы, и поэтому, если деструктивные системы начинают развиваться, то речь о том, что на равных правах надо уметь все равно преодолеть этот элемент деструкции. И таким образом развивается, ну, как бы левый уровень органов у единого физического тела Бога. Это там поджелудочная железа, это, например, там, да, селезенка, сердце, то есть некие органы, которые существуют в разовом уровне. И логически это понять очень просто, ведь единый Бог, он изначально сначала что-то одно создал. То есть парный орган, это уже получается следственный уровень, это следующее развитие, созданное, ну, например, почки, для того, чтобы человек мог, в общем-то, передавать, да, ну, мочевыделительную, например, систему выводить. И если мы смотрим на печень, то это орган, ну, как стабилизация рассматривается, который фактически делает следующее, что если мы, например, смотрим через печень, через просто внутреннее, то мы видим, как, значит, мозг организовывает, там, например, там, кишечник, пищевод и так далее. То есть работу мозга. Если мы, ну, душой, значит, смотрим, например, через сердце, то мы видим второе сердце, именно сердце души. То есть, получается, есть органы, которые фактически, ну, значит, показывают работу других органов по созданию тела, но есть органы, которые показывают работу души. То есть формально все эти действия осуществляются в области духа, на духе. То есть есть такой, ну, термин, что там, ну, как на духу, да, люди говорят, то есть как на духу. То есть если показать как на духу, как вообще дух же, в общем-то, дифференцирует, как я сейчас объяснил, показывает, то это показать с точки зрения самоорганизации. И так и есть, как на духу, то есть, ну, там, например, правду, значит, организация правды, организация реальности. И вот следующий уровень организации, так же, как дело физическое тело единого Бога, это организация при самоорганизации. То есть одновременно осознанное в плане действия, которое называется самоорганизация. И когда мы используем, ну, как бы действие или там 10-е действие от первичного действия, то мы получаем, что уровень самоорганизации в каком-то элементе реальности, он несет форму. То есть если рассмотреть вопрос, ну, зачем вообще вот именно стол такой, да, понятно, что он удобен. С точки зрения единого Бога стол такой, потому что сейчас так, и он такой. То есть, ну, как бы вот абстрагироваться от всех элементов, что людям он удобен, или там, например, что именно сейчас это время, есть действие сейчас и здесь. То есть, как бы действие мгновенного и всеобщего проявления. И вот это действие мгновенного и всеобщего проявления в духе, организующем и работу, получается, с точки зрения внешнего наблюдения, да, он визуализирует душу, он организует визуализацию души. Вот, например, да, сердце справа, которое работает параллельно. При этом ритм сердца справа, сердца души, он фактически находится вне времени. Обратите внимание, что он работает как бы во вневременной зоне. И это очень важно. Следующий принцип организации физического тела единого Бога – это отсутствие временной зоны, потому что
бесконечном уровне развития там нету понятия времени. То есть, если мы рассматриваем процесс обязательного воскрешения, то, например, исторические сведения таковы, что с определенного времени начинает исчезать кости людей. То есть считается, что в том виде, как будто бы люди не были. Но если мы возьмем и ускоренный анализ временной поставим, то через какое-то время любые останки начинают оживать, включая там, если был какой-то пепел, вообще любые факты существования. И получается, что цикл исторически, на самом деле, он очень прост, что через какое-то время все равно все воспроизводится в норму. Мы сейчас для чего делаем элементы, полное восстановление, воскрешение, чтобы просто не дать возможность произойти глобальной катастрофе, показать, что просто нет смысла, все равно все восстановится. И отсюда видно, что временной интервал, он играет роль именно, некого такого волчка, да, который, такого типа юлы, который закручивается, и чем больше он закручивается, тем быстрее вечность приближается сюда. И тем меньше будет оставаться находок в минус прошлое. То есть, если идет больше воскрешений, все ближе будет продвигаться временная шкала, говорящая о том, что все меньше будут находить останков в минус прошлое. И получается, идет сужение к единому уровню. И вот этот уровень, он есть выделительный уровень физического тела единого, где выделение это есть и создание, и замкнутый цикл. То есть это есть то, что выражено словами всеобщего бытия. Каждый элемент, он одновременно и замкнут, и одновременно находится во всеобщих связях. Когда мы видим это, мы видим, как физическое тело единого Бога дышит так же, как дышит физическое тело человека. И когда вы это видите, вы видите, что внешняя реальность, она достаточно проста в мироустройстве. То есть для вас почему все часто очень просто? Вот есть такой взгляд, что школьник идет куда-то по занятию, вдруг посмотрел на окружающую реальность, и все оказалось очень просто. Потому что дело в том, что вот этот простой взгляд, взгляд души и духа в единой связи с внешним уровнем, просто когда есть контакт. То есть где-то произошел контакт с внешней реальностью, и сразу была понятна реальность физическая. Вот эта вот простота, это есть то, что организовывается физической реальностью с точки зрения именно присутствия в бесконечном будущем физического тела единого Бога. То есть реальность такова, что она контактирует, воссозданная реальность, она такова, что она контактирует по каким-то нефизическим параметрам. Иначе бы все слиплось, в физическом плане. Вот эти нефизические параметры, они и организовывают именно гравитационный параметр сознания. То есть почему на каком-то удалении находятся люди или объекты друг от друга. Так вот, если присматриваться сюда, то можно выделить, скажем, социальную вообще теорию гравитации. Или даже наоборот, сказать, что вот социальные законы происходят так, потому что гравитационная система развития, она вот такая. То есть система взаимного, связанного с гравитацией, что люди не разлетаются в космос. То есть я все время говорю об одном уровне, который притягивает людей и взаимно отталкивает какие-то объекты в природе, но также и происходит движение в социальном мире, взаимно отталкивающие, взаимно притягивающие. То есть получается, что физические явления, они экстраполированно налагаются на социальные и наоборот. Так вот, вот это вот перемешивание, как кровь течет в жилах физического тела единого Бога, здесь это и есть уровень обобщенности и единства. И когда мы переходим к понятию жилы, сказал, кровь в жилах, это понятно, этим знанием понятным, а жилы я ввел понятие жил, вен, например. То здесь получается, что я это же ввел просто, то есть я вообще не объяснял, говорю, вот кровь же с наших понятий где-то течет, в венах или в жилах, упрощенно говоря, то получается, что это ввел и я. Также любой, имеющий свободное мышление, а все имеют свободное мышление, может ввести какой-то параметр следующей реальности и тем самым участвовать в том, что соответствует физическому телу единого Бога. То есть строить в принципе у себя. Потому что я сказал, я построил в первую очередь у себя. И когда я двигаюсь тогда, вижу, что психология человека, вообще развитие человека, это все, что связано с физическим телом единого Бога. Это фактически те знания, которые существуют просто в душе. И душа постоянно
это строит, организовывает. То есть с точки зрения человека это процесс как бы пролонгированный, то есть последовательный, ну, медленный, так скажем. С точки зрения единого Бога это процесс мгновенный, каждый раз он одинаковый. То есть в следующую секунду Бог как бы заново создает всю реальность, включая физическое тело. Для него вообще нет понятия следующей секунды, у него все есть и одновременно все всегда создается. Поэтому пролонгированность – это то, что человек создал для того, чтобы получить собственные знания свои, значит, и эти знания он просто-навсего делает медленно, чтобы передать другим. То есть если у Бога механизм как мгновенный, так и как бы медленный, да, и вообще постоянно, то есть для него все всегда существует. Вот некая такая точка, где все всегда существует. Это, кстати, точка, которая существует, когда плод связан еще пуповиной. Плод так воспринимает реальность. Все всегда существует. Для него же изначально не было автономного уровня, да? Для него все всегда. Первый уровень его рождения у матери, он существовал уже, когда он зачался. И для него нет понятия разрывных систем. И у человека есть этот уровень. И получается, что при разрыве, то есть, да, при свободном уровне дальнейшего развития, уже ребенка, ну, скажем, взрослеющего, мы видим, что он начинает развиваться просто как бы видя изначально физическое тело единого Бога, которое находится, например, как эталон по отношению к физическому телу там, матери, да, отца, одновременное действие, мать-отец. То есть где есть два, там три, ведь отец, мать где-то питались, есть какие-то внешние элементы реальности, которые они встречали, и получается, что весь уровень совокупной информации приходит к нему как уровень сопоставления, то есть в построении физической реальности, так как делает именно все-таки физическое тело единого Бога. То есть если посмотреть, как делает ребенок в каких-то действиях, то здесь видно, что он делает часто потому, что ему показывает, ну, конкретный человек. Он может делать. И если мы посмотрим, почему генетически отличается, часто наследственно, вроде бы должен быть похож ребенок, но у него свои всегда какие-то новые уровни, то здесь можно увидеть, что как физическое тело единого Бога ему передает знания, которые уже не только те, которые у матери и у отца. Здесь вот есть его личный контакт, который изначально существует еще до момента его зачатия. И вот этот, так как в физическом теле Бога это есть. И когда мы говорим об уровне до момента зачатия, то это есть та следующая реальность, которая встречает физическое тело единого Бога. То есть он ее так создает через коллективный уровень сознания людей, и, следовательно, он ее создает одновременно, получается, ну, во многом с людьми. Вот его следующее действие, оно очень точно связано с действием людей. И поэтому, когда мы хотим там, например, там, получить мгновенное восстановление там, зрения, да, какого-то органа воспринимающего, то здесь элементом сильной, ну, регенерации, то ли нормы является увидеть, как внутри глаза есть знания, которые говорят о том, что физическое тело Бога имеет глаз аналогичный, и тогда, если прямо внутри глаза найти эти знания, то тело практически сразу восстановит глаз. То есть глаз вообще-то самовосстановится, потому что он понял, что в нем самом есть система саморегенерации. Это принцип как бы автономности. И когда мы переходим дальше к принципу автономности, то любая молекула, любой элемент, он имеет знание от физического тела единого Бога. А почему физического? Потому что это же физический элемент. Следовательно, мы и говорим о физическом теле единого Бога, потому что это логически связано. И когда мы делаем вот этот уровень, ну, как бы развития дальше, фактически, рассуждая так, идет построение той реальности, которая дает вам следующий уровень развития. Находясь дальше, вы видите, что делать дальше. Вот этот достаточно понятный уровень. Человек едет на велосипеде, горизонт увеличивается, он знает дальше, куда ехать, потому что пока он не едет, он как бы и не может это воспринимать всем уровнем. Он может логически ясновидение воспринимать или знать маршрут. Так вот, также и в развитии физического тела единого Бога. Следующий уровень, он такой же, в общем-то, новый, как и для просто человека может быть, хотя он знает абсолютно все и знает как бы вообще все явления в отношении следующего развития. Так вот, когда мы говорим об уровне, ну, там, самопостижения, то здесь получается следование этому уровню заключается в том, что, ну, там, истинное сознание человека, который значит, может реально спасти всех одним только единым импульсом и сразу же в этом уверен,
оно заключается в том, что он знает абсолютно все по цели маршрута, то есть там по цели спасения, да, по цели каких-то движений, предположим, возле себя. И когда мы ставим вопрос о том, каким образом спасти других, то вот этот уровень, ну, истинного с точки зрения целевых систем, взаимодействия, например, с физическим телом Бога, истинных элементов сознания, эти системы заключаются в том, что человек осознает себя фактически все-таки везде. Вот как можно сказать, что вот человек там подумал, что есть некая там травка какая-то, где-то какой-то маршрут, да? Это же все-таки осознание себя, все равно человек сначала же должен себя осознать, а потом он должен сказать, да, вот я вижу то-то. Процесс видения или процесс ясновидения — это в том числе процесс постоянного осознания себя. И получается, физическое тело человека устроено по аналогии с физическим телом единого Бога, потому что Бог-то везде присутствует. Поэтому, например, ну, скажем так, диагностика даже самолета, да, диагностика какого-то следующего события, это сначала, что там где-то находитесь вы. Потому что вы смотрите оттуда на события. Если смотреть отсюда, это далеко. Если событие далеко, значит, вы должны перенести фракцию сознания, осознать свой элемент и посмотреть как бы в реальном времени, да, или управлять. Так вот, я перешел к важной очень здесь ситуации управления. Ведь я даю фактически время управления. То есть, и вот управление происходит там, где вы очень глубоко находитесь в себе. То есть смотрите вглубь души своей, где душа уже управляет. То есть управление также строится на уровне предшествующего действия. А вот предшествующее действие, то есть душа, берет с того уровня, где делает физическое тело единого Бога. То есть душа быстрее знает и быстрее делает. И когда мы начинаем полагаться на уровень, ну, собственной души, то видно, что бьющееся право сердца резервирует в принципе все системы организма настолько мощно, что если допустить даже вот логически, что сердце души справа, а так даже есть вот при диагностике на том уровне, где сейчас мы работаем, то получается, что вся система, то есть весь организм устроен в колоссальном уровне многорезервно. То есть, по сути, организм, он таков, что многорезервность может воспроизводить любое явление. Например, там йог в горах, где-то в Тибете может делать там телом как-то раскалять лед, там, например, да, ну масса других элементов, где тело работает именно во взаимодействии. При этом у меня, кстати, были данные по записям, где, ну, там, старые данные, где человек буквально там из пепла, ну, то есть действительно съемки, где из пепла йог там сам возрождается. Это, в принципе, и была экспертиза на подлинность даже. То есть ситуация в том, что, ну, мы сейчас анализируем то, что, ну, как бы в виде фактов, да, человек так устроен, что вопрос, что он должен это сделать лично, ну, естественно, без травм кому-либо, да, себе, но сделать лично вот этот элемент спасения всех. Вот когда речь идет о спасении всех, человек не нанесет себе травмы в практике. Обратите внимание, потому что он же заботится теперь о всех, он не может там даже, получается, себе вред принести, да, он должен думать тогда о себе. То есть это достаточно сильный уровень защиты каждого конкретного человека. Именно когда он действует через спасение всех. Он тогда ответственен за всех, и он не наносит никому вред. И тогда вот вариант сгорающего йога, да, там самоостанавливающийся, который где-то там записан на видео, он выглядит по-другому, что раз йог может восстановиться, ну тогда он как бы там, да, и поэтому он и, видимо, там сгорает. Но вопрос в том, что для того, чтобы сделать действие, да, человек должен быть абсолютно уверен, что он сначала всех спасет. Почему вот есть принцип, ну, как бы не искушения, да, что вопрос такой, если есть это ядерное оружие или где-то кто-то не спасен, вообще-то лучше не тогда даже не то, что какие действия, а даже не иметь там мысли о каких-то там травматичных ситуациях, не говоря уже там о зажиганиях и так далее. То есть вот этот уровень логики говорит о том, что Бог единый, Он строит реальность таким образом, что Его физическое тело, оно всегда защищено. То есть каждый следующий элемент реальности и каждый логический уровень развития человека, он таков, что его физическое тело в абсолютном совершенно уровне всегда защищено. И я показал просто логику, которая возможна, да? Но Бог всегда так делает, что максимально лучшее возможное в плане вечности развития всегда будет спроецировано на Него. И получается, что когда
на него реально спроецировано, то мы видим, что если брать, предположим, восстановление, да, святых, которые уже продвинуты и имеют тот уровень, который позволяет им достаточно серьезно, в общем-то, работать в плане, просто реального спасения на любом причем уровне, то здесь этот уровень по святым, он такой, что там тела уже больше излучают той реальности, которая именно из тела создает реальность. Когда мы видим, например, это действие, направленное на то, что святые взаимодействуют друг с другом или там с людьми, показывают, что могут они там где-то, предположим, проявиться возле какого-то человека. Ведь множество, кстати, встреч происходит со святыми, которые ранними по времени, да, их где-то проявление в физической жизни, и они причем в физических телах появляются. То есть у святых вот эта граница, она более расширена, и их процесс восстановления – это очень сильный уровень всеобщих знаний, где очень спокойно начинаются проходить пути, вот именно где человек просто он уже вечен, поэтому он всегда есть. И вот этот механизм полного восстановления, то есть воскрешения всех, исходит из этого уровня, где тот свет, вот как сказано в Библии, что, например, понятие конца света я трактую, что есть следующий свет, где уже свет истинной реальности, где он обладает другими просто признаками вечности, все, что оттуда исходит, все вечно. То есть там дальше нету понятия уничтожения как такого вообще. Так вот этот вот приход этого света сюда, он как раз в первую очередь четко очень будет выражен, когда предстанут именно все воскресшие святые, то есть кто просветленные, не обязательно святые, только которые сами умели это делать в какой-то степени, да, с точки зрения вечного развития. И получается, что физическое тело единого Бога, оно таково, что оно всегда содержит элемент вечного развития как элемент будущего, который приближен настолько близко, что будущее слилось с настоящим. Такой вывод я сейчас сделал из того, что сказал. Когда вы вот это сливание, то есть внешний свет видите возле себя, то есть идет то, что вечно, и оно идет на вас, то есть оно с вами стыкуется, то здесь получается, что мы видим ту реальность, которую видим просто как люди. То есть человек видит уже готовое, уже соединенное в физическом теле единого, то есть уже готовый конечный результат, где путь абсолютно понятен. Поэтому любой элемент реальности, уже воспроизведенный, растение, листочек, человек, действие человека, это всегда путь на самом деле просто вечного развития. Просто мы взаимно действуем так, что человек может определенным образом как-то другому что-то, да, говорить, какие-то происходят взаимные действия. И здесь получается, что вот взаимодействие это есть то, что дано именно Богом единым для того, чтобы видеть, вообще говоря, его физическое тело, как делать правильно. Вот здесь вот принцип взаимодействия как правильности действий, этот принцип, он заложен именно в уровень дальнейшей организации физического тела единого, где физическое тело уже проявлено часто в конкретном человеке. И вот этот уровень проявления, в той или иной степени иногда, это есть то, что каждый может увидеть у себя, где, в каком уровне, органе или даже в действии. Поэтому я сейчас предлагаю рассмотреть построение реальности вместе с физическим телом единого Бога, при этом посмотреть, откуда больше всего светит свет именно с точки зрения вашей реальности. То есть это какой-то физический орган или это ваше действие, направить это вот сюда, примерно перед собой, перед физическим телом, и постараться решить вопросы лучше всего сразу, гармонично, и так, чтобы потом они не возникали вновь. То есть сразу решить вопрос. Сделайте сейчас это управление, я поработаю с вами.
А когда вы работаете совместно с физическим телом единого Бога, работаете так, как вы работаете обычно с обычным, например, там, человеческим телом, то есть надо видеть его возле себя. То есть физическое тело единого Бога, так же как физическое тело человека, оно может быть там в восприятии, да, в мышлении рядом находиться. То есть не обязательно с ним каждый раз, да, здороваться за руку. Другой вопрос, что нужно его обязательно видеть именно так. И я специально так несколько упростил ситуацию, чтобы показать, что это абсолютно тот уровень реальности, который позволяет реально спастись только потому, что если научить об этом вообще задумываться, что там распространить точку зрения на то, что физическое тело единого Бога как-то рядом, то ядерная станция не взорвется возле того человека, кто об этом знает. И поэтому вот по моему учению о спасении говорящего развитии я показываю тот уровень знаний, который просто как знание дает возможность именно многорезервности и вообще лучше в идеале абсолютно неуничтожимости. То, что относится к понятию неидеальной системы, это то, что человек, который это знает, должен стремиться к идеалу. Дело в том, что в момент стремления он уже становится неуничтожим, потому что идеал в оптике сливается с его действием. Также и устроено физическое тело единого Бога. Когда Бог видит именно задачу с вечной жизни, это сливается с ним. Он же создал ту же самую реальность, и для него это вообще-то едино. Так вот, путь развития к этой физической реальности, вообще всеобщей реальности, это путь знаний, который получают люди в большей степени или самостоятельно, понятно, или же контактируя там друг с другом или с элементами внешней реальности. Так вот, существует же еще другой уровень знаний. Это уровень от Бога, который существует просто внутри человека, как бы он и есть у человека. Так, первый уровень знаний – это его физическое тело. Логически понятно, что физическое тело человек, естественно, видит, значит, он его как-то знает. Ребенок, который родился, видит движение руки или как-то самоосознается, он это чувствует и знает именно физическое тело. Естественно, ребенок при этом может видеть или там обладать ясновидением. Другой вопрос, что первичный уровень знаний – это физическое тело. И поэтому, когда мы исходим из того, что нужно, чтобы иметь вечные знания, вообще, и решить задачу, например, мироздания или вообще там, философский вопрос о принципах жизни, предназначении жизни, то получается, с точки зрения физического тела единого Бога, это вечное физическое тело. Потому что знание исходит из физического тела в данном случае. И этот принцип особенно распространен сейчас на уровень всеобщего коллективного сознания, потому что доказательство неуничтожимости тела, задачи его вечного развития и механизмов показывает, что нельзя уничтожать, во-первых. Во-вторых, показывает, что обязательно будет предотвращена, там, например, возможная глобальная катастрофа, коли уж многие, кстати, уже освоили эти знания. И как бы получается, что даже если строить очень большие конструкции там, с какими-то системами уничтожения, в конечном итоге они не сработают, потому что есть хотя бы один человек, который это освоил. Но есть же физическое тело единого Бога, которое не уничтожим. Значит, в любом случае они глобально не сработают. То есть вот соединение этой логики с задачей распространения моего учения, эти системы, они таковы, что вы видите реальность возле себя, в общем-то, крупномасштабной, что зрение Бога, оно крупномасштабное, физическое, а для человека получается крупномасштабность как духовное зрение. Значит, мы можем, или там ясновидческий уровень, где есть ясность духа, то есть видение на духовном уровне, или уровне души. Значит, получается, что физическое зрение Бога, оно устроено точно так же, как устроено зрение духа человека, зрение души человека. И, следовательно, для физического тела единого Бога душа – это также физическая система. И дух, кстати, физическая система с точки зрения, правда, уже восприятия человека. И поэтому можно вполне, естественно, логически здесь даже рассматривать, что физическое тело как часть души. Или физическое тело как, значит, элемент фактически действия, значит, именно физического тела, идущего от Бога, именно по пути Бога. Поэтому, когда вы смотрите реальность, поднимаясь по этой логической лестнице дальше, то видно, что если вот прослушать эти понятия еще раз, которые я сказал, то
получается, идет взаимозамещение. То есть то, что для человека является душой, да, или духом, для Бога является физическим уровнем фактически, потому что он может все, ну там любой горизонт осмыслить так же, как человек может духом осмыслить, но он создатель физического уровня, и это его физическое зрение. То есть для Бога создать и посмотреть — это одно и то же. Следовательно, он создает физическое, где есть его физический, да, глаз, например, глаза физические, там 2 глаза, как у человека, просто это обычный человек в этом плане. И получается, все внешнее физическое — это есть его физическое зрение, а аналогично он действует тому, как действует душа человека. Следовательно, аналогия от Бога — это действие души. Но значит, если следовать так, то как бы этому уровню, то получается, что душа человека может также делать реальность просто по подобию. Если мы уже принцип подобия логически налагаем, движение души можно построить реальность. Ведь тема сегодняшнего семинара — это построение именно реальности, так же, как дело физическое тело единого Бога. И тогда получается, что мы можем делать управление фактически точно так же, но душой. То есть для Бога в данном случае выражением действия является действие души. Почему есть там развитие духа, развитие души — это есть развитие, да, реальности. Но действительно развит дух, который, ну, даже вот изучение каких-то наук может построить какой-то механизм. Как бы это материальное переходит в количество. И получается, что если мы знаем все эти законы, то мы видим, что душа уже потому она обозначена как душа, да, и она есть некий уровень, что ли, создания от физического тела Бога, потому что она именно и действует вот с точки зрения этой технологии, то есть она является действующим элементом. Естественно, Бог должен был ее создать, чтобы развивать реальность. И получается, когда мы начинаем думать, а как он ее создал, вот где механизмы создания, если мы рассматривали уровень, что, например, до зачатия существует уровень действия к самому, ребенку, да, и он может полностью восстановиться, если вспомнит этот момент. Вспомнит, то есть память имеет пролонгацию в минус бесконечность. Так же, как можно просмотреть, например, какой-то уровень, по книге, также можно вспомнить прошлое, как бы все прошлое. Вот здесь находится точка, где Бог всегда помнит и всегда знает всю реальность. Потому что в точке до зачатия вспомнить проще всего. Там нет нагрузочных систем, связанных с локальными ограничениями. Если вы начинаете смотреть, где можно восстанавливаться, то, предположим, там в уровне, скажем, в понятиях, предположим, развития такого типа, как вот нирвана, больше, может быть, тибетская или даже западноевропейская, так скажем, нирвана, ввести такой параметр. Ведь если тибетский уровень – это восприятие реальности, как цветка жизни на определенном уровне роста, где отсутствует временная детерминанта и нет понятия формы, но есть понятие человека уже, причем всеобщего человека, то здесь это именно та точка до рождения, можно так экстраполировать. А с точки зрения понятия выражения в техногенном обществе, Западная Европа, да, это некие техногенные системы развития. Вот сопоставив на верхнем уровне роста, да, скажем, и при этом речь не идет в данном случае уже только о нирване, а о том, как сопоставимы сознания человека в данных случаях, то здесь для Западной Европы, для европейца, который считает, что он там далек от, например, техник управления каких-то там эзотерических систем, эта машина то же самое, что развитие с другой стороны на уровне Тибета, да, глубоких посвящений, просто глубокие посвящения их сам осознает, а для него машина — это внешнее проявление, механические данные. Есть скорость, есть какое-то покорение пространства и так далее. То есть получается, независимо от своего уровня, люди все равно развиваются по большому счету от Бога всегда одинаково в точке зрения материальной, да, фиксации каких-то элементов. Если развитый, просветленный может материализовать что-то в себе там, и это есть его действие души, он просто знает, то тот может просто поехать на машине, но его еще надо тогда научить знать. И получается, что научить — это есть
все равно движение, он двигается вперед, и в условиях, например, возможного глобального уничтожения он вынужден знать как-то. Вот механизм знаний, который передается тем, кто не занимается вот знаниями, например, там какое-то время, пока не считает, что это его внутренний уровень, а их тоже надо спасти, они тоже должны быть сразу подняты на уровень всеобщего знания, то вот эти вот материальные системы передач, связь, да, сотовая, телефоны, транспорт, техника, все это делается для того, чтобы знания все-таки были переданы практически мгновенно с точки зрения единого Бога и технологически просто. То есть человек должен получать знания, которые он реализует. Ну, например, я даю там технологию, ну, скажем так, по цифрам управления, кто прощупал и сделал управление, он может спокойно передать всем. Другой обязательно должен убедиться, ну, может быть, не конкретно в этом числовом ряду, что-то там изменить. И когда он понимает, что это всеобщее управление, это достижимый принцип, то все, кто был на материальном уровне, да, машины, кто работал на уровне тонких, там, эзотерических или развития духа, души, сознания, все они приходят к тому, что всем им показывает единое физическое тело единого Бога. И поэтому, когда мы говорим о том, как проецируется на его тело вот все явления и реальность с точки зрения того, что они вообще разного уровня, то получается, что действие его духа – это есть то, что человек создает перед собой в виде вот этого излучения от тела, излучения знания. То есть, если присмотреться глубже, то оптика, идущая от тела человека, я не говорю о понятии ауры, а именно вот оптика управления событиями, она часто не связана, ну, аура – это как один из сегментов, да, а в данном случае я имею в виду событийную линию по конструкции всего мира. То здесь получается, что это свечение возле тела работает точно так же, как работает физическое тело единого Бога. Механизмы абсолютно одни и те же. То есть, ну, есть некое преддействие, стабилизация, развитие. Тогда получается, что в принципе человеку без разницы, он может в вакууме возле себя создать реальность. Главный вопрос только в том, что если пока он об этом не знает, как бы он думает, что вот надо ходить, да, в какой-то системе взвешенной, это как бы коллективно созданной, но если он знает, он может расположить реальность выше. И, как известно, многие там данные связаны с тем, что при кораблекрушениях различных там и так далее, многие как бы всплывали непонятно где и как, но они не были уничтожены, потому что, в общем-то, есть люди, которые совершенно уверены были, что там или они хорошо плавают, или утонуть нельзя и так далее. И вот эта внутренняя уверенность создает как бы полис внешней системы. Также и у единого тела физического Бога все внешнее и внутреннее создается как в теле, так и вовне. И вот здесь мы пришли к очень важному элементу следующего развития, что на самом деле для физического тела единого Бога мы имеем тот уровень реализации, да, который нужен ему самому. И вот эта вот взвешенность создает форму органа, функцию органа. Если мы посмотрим, как функционально устроено физическое тело единого Бога, то мы видим, что это то, что нужно ему там лично, в его следующих действиях. И тогда получается, что наши органы, почему они так расположены и так работают, а для того, чтобы выражение наших дел, да, идей, действий было никем и ничем, ну, как бы в отрицательном смысле не ограничено, а созидательный смысл, ну, может сколько угодно, там, разговаривать, общаться, меняться мнениями, там, перестраивать конструкции социальные и так далее, это уже не вопрос. Так вот, именно социальность и однонаправленность созидательных систем приводит к тому, что у человека есть непарные органы. Потому что и единое действие должно быть и универсальным, и всеобщим, и бесконечным. И получается, мы пришли к непарности, исходя из другой, ну, вершины, из другого уровня рассуждений. Получается, что внешняя среда доказывает, что непарность это и есть на самом деле аспект абсолютной вечности физического тела человека, потому что непарные системы могут существовать только как бы, да, ну, скажем так, бесконечно в едином уровне по аналогии с физическим телом единого Бога, потому что созданное сразу, в один момент, и, следовательно, создано изначально от физического тела единого Бога. Следовательно, наиболее приближенные системы к физическому телу, да, единого Бога, как бы изначально первично созданные, это непарная система. По аналогии можно сказать, как изначально создается душа. Можем пока, как бы, ну, в данном случае смотреть со стороны за процессом создания, через ну, как бы логику, да, восприятия, конвертации логики, то здесь получается, что по аналогии уже, раз для единого Бога душа это как физический объект управления, душа человека,
логика такова, что душой управляется, получается, материальная система, то получается, что здесь в процессе организации души не парной системой является система противоположная парной. То есть она как бы находится обязательно по отношению к какому-то физическому органу. То есть если говорить о том, где организовывается сердце души, то оно, можно сказать так, что организовывается первично, да, но одновременно возникает все остальное по отношению к душе. Ну, сравнив с телом человека, да, там, скажем, ноги и все остальное, что соответствует физиологии. Так вот, что есть ноги души, да, это есть движение, ну, дух, движение духа, например. Что есть там мысль души, это есть реальность. Мысль души – это есть реальность с точки зрения физиологии. И получается, что мыслящая душа создает реальность. То есть, чтобы создать реальность, ну, там, восстановиться, да, достаточно только промыслить душой. Или кого-то восстановить. Войти в область мышления душой, промыслить, и все готово. Это колоссальный, мощнейший механизм управления на самом деле. Ведь там нет понятия большого уровня, маленького уровня, там есть понятие просто промыслить. И даже система образования, может так, если там продумать, что образование мгновенно, оно мгновенное будет. Вы куда-то приходите, вас уже там встречают и знают, о чем речь. Вот будет, может быть, удивительно концу, что встречают и знают, что да, это так. Вам достаточно только сказать, вот это так. Они говорят, да, мы это уже знали. И получается, ну, как бы, не то, что полностью знали, да, но они, по крайней мере, душами сказали, что знали в каком плане, что вы же им уже передали, то есть вы их уже спасли вперед до встречи с ними. И получается, а физически, конечно, они там будут что-то изучать, потом там узнают и так далее. То есть получается принцип предспасения, так как делает физическое тело единого Бога. Чтобы не были уничтожены, да, системы, он сначала должен сам показать, потом сказать, да, вот так, и люди говорят, действительно, это мы принимаем, то есть это нам знакомо, мы с этим согласны. Вот этот механизм всеобщего фактически спасения, он и заложен в то, что физически живой человек, это есть гарант и доказательство того, что все воскреснут. Потому что все же знают, живой человек, какие проблемы. А это знание по следующему действию по аналогии показывает, что все воскресли. Обязательно воскреснут. То есть это нет в этом проблем. Но когда мы это понимаем, то получается, что физическое тело единого Бога находится здесь, рядом. Может быть, мы как бы, ну, знаем это точно, да? Или мы можем обернуться, увидеть, да, здесь. Конечно, можно, ну, опять я упрощаю, там, поздороваться или там, да, подарить цветы, но можно просто-навсего сделать следующий элемент спасения, да, и физическое тело единого Бога будет в этот момент довольно, да, скажем. То есть показан путь, но он будет доволен как человек, получается. И когда он доволен как человек, возникает передача всей информации сразу от него всем сразу. То есть тогда уже нету вот таких условностей, там человек или кто там какой-то просветленный или там не очень просветленный, всем сразу передается единое знание. Знание именно физического плана, где, конечно, просветленные будут начально себе нести особую нагрузку, но задача ведь во всеобщем спасении, как бы, ну, практически, по сути, это в универсальных знаниях, сопоставимых с, скажем так, с целевыми знаниями физического тела единого Бога, потому что, да, входит именно функция тела, да, человека. И когда вы, например, смотрите на эту ситуацию именно как на ситуацию всеобщую, то вы понимаете, что каждый человек является носителем таких знаний. В каждом есть именно этот участок. Он, естественно, может его раскрыть, да, раньше, позже, в силу каких-то обстоятельств. И вот поэтому я по моему учению о спасении гармоничного развития именно призываю всегда открыть, пусть индивидуально, да, но именно то, что есть уже давно у всех, у каждого, и направлено именно на задачу вечной жизни, да, спасения всех, гармоничного реального развития. И я думаю, что, ну, используя, например, материал того плана, как строить реальность, как я сейчас показал, вместе с физическим телом единого Бога, можно эти элементы очень просто увидеть у других, открыть, ну, там, дополнительно или как дальше открыть у себя, там, развить. И тогда все, что будет видно, да, это будет видно в коллективном сознании как уровень все-таки фактически всеобщий, одновременно он всеобщий и одновременно он лично ваш. То есть когда вы уже видите, что лично вы спасаете, потому что ваш свет здесь, ваш свет везде, да,
И я просто предлагаю сделать еще такое одно общее совместное управление, когда все вместе показывают этот уровень у себя, просто вот всем показывают, идет сразу, причем, кстати, вот элемент спасения происходит сразу, везде, причем как бы в цели взгляда даже, вот, где человек вот на меня взглянул, там все спасено, но и возле спасено. Также работает и физическое тело единого Бога. Там, где взгляд и где он, например, в данный момент не концентрируется, там тоже все спасено. И здесь, я считаю, вот именно нужно больше рассматривать, когда единый импульс, он и всеобщий. Также и физическое тело единого Бога, оно устроено, что единый импульс, он, естественно, всеобщий для всех. И так как он видит будущее, он его создал, он уже спас, то все будут спасены в любом случае. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.